Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на сентябрь 2023 года. Мы с вами уже плавно входим в осень, поэтому будем смотреть, какие ключевые перемены могут произойти в рамках этого месяца. Ну и в целом постараемся совместно его спланировать, посмотреть на какие-то проблемные точки и посмотреть, как нам его спланировать таким образом, чтобы вы его провели максимально комфортно и продуктивно. Помимо всего прочего, еще такой небольшой акцент. Не у всех расклады отыгрываются по Солнцу. Если вам необходимо, смотрите, сопоставляйте по асценденту. Как мне говорят, а как я пойму, у меня отыгрывается по Солнцу или по асценденту? По сути, вы можете смотреть расклады любого практика, любого таролога, но вам это необходимо анализировать на протяжении 2-3 месяцев и смотреть, какая информация вам отзывается больше по Солнцу или по асценденту. Конечно, исключением составляют те люди, у которых и Солнце, и асцендент идентичны. Тогда, конечно, вы смотрите один знак. Как рассчитать свой асцендент, если вдруг вы по каким-то причинам не знаете? Ссылку на это видео я оставлю в первом закрепленном комментарии. Если вам необходимо, вы сможете пройти, просмотреть, ну и найти для себя ответы на ваши вопросы. А мы с вами приступаем. Итак, смотрим, что же, боже, карты прям просятся в руки, прям выходят сами. Смотрим, что вам готовит сентябрь месяц. Так, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам они хорошо видны. Мы с вами приступаем. Общая энергия месяца. И у вас здесь ложится 4 мечей. Я не могу назвать это картой застоя. Это может быть, знаете, как медленное развитие событий или течение дел. Это карта отдыха, релакса, покоя, восстановления. У кого-то в прямом смысле слова может быть отпуск, то есть отдохнуть и восстановиться, прийти в чувство. У кого-то это аркан, который будет говорить о ситуации, что пора ставить точку в делах, в отношениях, в каких-либо процессах, потому что здесь как желание что-то заморозить. Но вот я сейчас открываю, что здесь конкретно, здесь падает аркан суд. Все-таки речь идет о восстановлении. То есть это может идти вопросы восстановления состояния здоровья, то есть санаторно-курортное лечение, просто больше отдыхать с целью восстановить сил. У кого-то, если вы болели, то в рамках этого периода восстанавливаться. И в целом у кого-то после периода застоя восстанавливать какие-то процессы. Ну, например, если у вас шли какие-то судебные дела, вы были недовольны исходом ситуации, это как возобновлять эти процессы, наново подавать иски. Или если вы обучались, потом почему-то забросили, то теперь восстанавливать себя в вузах или там наново читать информацию, которую вы купили на курсах. Или кто-то, может быть, забросил курсы, не мог своевременно обучиться, то теперь обновлять эти процессы. Но в первую очередь здесь, конечно же, речь идет о состоянии здоровья. Ментальном, эмоциональном, физическом. Как восстановить свои силы, восстановить свои ресурсы. Хоть я арканы открыла, все равно дотянем. Давайте посмотрим и проанализируем. И смотрите, видите, 6 пентаклей. Это ситуация, когда нужна помощь. Может быть, помощь непосредственно вам, потому что по рыцарю мечей это как бы для вас острая либо навалевшая ситуация, когда вам нужно отдохнуть, когда вам нужна поддержка, и речь не обязательно о поддержке финансовой. Это может быть поддержка моральная, то есть больше делом. Когда, допустим, там близкие помогают с детьми, или вам нужна помощь врача, тренера в решении каких-то вопросов, то есть восстановить какие-то процессы. Смотрим вопросы работы. По работе. 9 жезлов. Здесь желание просчитать что-либо наперед, потому что, с одной стороны, 9 жезлов это может быть ситуация, когда у вас все ровно и без изменений, но вы хотите проанализировать, что здесь может быть впоследствии на несколько шагов вперед. Безусловно, каждый из вас является и относится к разной категории населения, то есть кто-то из вас работает, кто-то нет, поэтому давайте анализировать для разных групп. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, то есть неработающие пенсионеры, домохозяйки, мамы в декрете или, может быть, неработающие студенты. О чем непосредственно для вас говорит этот аркан?
У вас здесь, даже мы посмотрим, падает карта восстановления, карта сохранения внутреннего покоя, сохранения себя. По сути, она перекликается с основным ведущим арканом. То есть здесь акцент на чем? Это получать пенсии, пособия, плановые госвыплаты. Здесь нет новых источников дохода, поэтому рассчитывать придется только на себя, на свои ресурсы и грамотно ими распоряжаться. То есть здесь баланс доходов-расходов, то есть нужно эти моменты будут учесть. Если же вы у нас являетесь соискателем, как для вас отыграется данный аркан? По аркану Дурак здесь будет возможность трудоустройства, или, то есть новой, да, профессии, тем более дно колоды девятка монет. Но у некоторых может идти переоценка системы ценностей, поэтому здесь не обязательно это быть наемным сотрудником. Здесь может быть желание по девятке монет и попытки открыть что-то свое. Только если вы соберетесь это делать, делайте, пожалуйста, это после 15 сентября, туда дальше, когда у нас завершатся периоды и ретро-Венеры, и ретро-Меркурия. Потому что здесь девятка жезлов — это в большей степени будут подготовительные процессы, которым вы будете, знаете, как планомерно идти для того, чтобы созреть к этой идее, к этой мысли. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, что здесь для вас? А у вас по двойке монет хоть разорвись. Это может быть совмещение двух видов работ, или, допустим, работа и хобби, которое вы попытаетесь монетизировать. Или же по этим арканам вы можете совмещать и свою деятельность, и вашего коллеги по цеху, который, допустим, там уехал в отпуск или отправился на больничный лист. Потому что по девятке жезлов это попытки рассчитать все наперед, учесть все эти моменты, ну и как следствие работы у вас будет достаточно. Скучать вам не придется, тут только успевай. Если же вы владелец собственного дела, собственного бизнеса, что же здесь у вас? У вас по рыцарю монет все ровно, все стабильно. Кстати, четверка мечей может говорить о ситуации, что в рамках этого месяца вы захотите несколько отдохнуть от дел, возможно, кому-то делегировать свои полномочия и отправиться в отпуск. Отдохнуть, восстановиться, знаете, как восполнить свои ресурсы, потому что здесь я не вижу у вас провалов по вашей деятельности. Здесь, знаете, как все, слава богу, стабильно и без изменений. Смотрим и оцениваем с вами финансовую сторону вопроса. Каким для вас будет сентябрь с финансовой точки зрения. И здесь у нас ложится аркан влюбленные. Шикарная карта. Почему? Потому что, во-первых, она свидетельствует о ситуации получения денег из нескольких источников дохода. Ну, например, вы зарабатываете сами, получаете, может быть, какой-то пассивный источник дохода. Или вы зарабатываете сами, плюс ресурсы дает партнер. Или деньги от работы и деньги от хобби. То есть у каждого здесь по-разному. Но с деньгами здесь все в порядке. И более того, доходы соответствуют расходам. Здесь тратить на себя любимых, здесь тратить на потребности своих близких. Поэтому здесь у вас в плане заработка все стабильно и замечательно. Вопросы здоровья. Опять же, посмотрите по шестерке жезлов. Шикарная карта. Почему? Потому что она говорит не только о прекрасном самочувствии, эмоциональном, ментальном и физическом. Карта сама по себе раскрывает для вас новые возможности. У кого-то, особенно если вы вели больше такой, знаете, спокойный, пассивный образ жизни, сидячий образ жизни, это прям все внутри будет бурлить энергией, потому что захочется спорта, активности, либо освоить новый спорт. Здесь шестерка жезлов, она прям кричит, кипит, говорит о том, что все, я буду действовать, я буду менять, я буду что-то осваивать. И действительно, поскольку это карта, которая говорит и о эмоциональном, и энергетическом подъеме, это аркан, который заставляет вас, побуждает вас выглядеть лучше. Поэтому акцент будет на вашу физическую форму. Поэтому у многих здесь проснется желание пойти в зал или там на танцы, или на ту физическую нагрузку, которая для вас приятно, несет зону комфорта, радости и восполнения энергии. Поэтому здесь все прекрасно. Опять же, если вы болели, то, как показывают арканы, здесь идет положительная динамика по здоровью. Ситуация восстановления, выздоровления и прекрасного самочувствия. Анализируем с вами личную жизнь. По личной жизни ложится паж жезлов. Паж жезлов — это, как правило, у нас идут вопросы любопытства, интереса, переписок, общения, вопросы ревности, каких-то придирок. Опять же, в какой-то степени это прощупывание почвы и, знаете, забросить удочку.
Для каждого из вас карта будет звучать по-своему, потому что кто-то свободен, кто-то в стабильных союзах, кто-то в любовных треугольниках. Поэтому мы будем смотреть и оценивать, как для вас будет играть и звучать этот аркан. Для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, что же у вас здесь? По рыцарю мечей я могу сказать так, что у вас здесь, особенно я анализирую одну колоду, шестерка чаш, на манеже все те же. Даст о себе кто-то знать из прошлого. Причем по рыцарю мечей с человеком вы на текущем этапе можете быть на расстоянии. То есть это, знаете, когда кто-то вам написал, позвонил, оставил где-то комментарий в социальных сетях или поставил лайк. То есть дал о себе знать и наблюдает, как же вы на это все дело отреагируете. Как вы воспримете эту информацию, как вы себя будете вести. В вас это тоже в какой-то степени будет разжигать некое любопытство, поэтому начнется вот эта вот игра в кошки-мышки. Стоит ли ее продолжать, это, конечно, уже выбор за вами, но то, что в сентябре вам не придется скучать, это факт. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, что здесь для вас? У вас здесь по королеве монет могу сказать так, что вы впереди планеты всей, правите балом. В первую очередь ситуация, безусловно, касается девушек и женщин, потому что вы к себе разжигаете такой недюжинный интерес. Это завоевать какие-то позиции, это вызывать у партнера ревность, это вызывать ситуацию действительно жить вашей жизнью, то есть чем вы занимаетесь, как проводите время. То есть вот это вот любопытство, оно будет брать верх. Более того, здесь в отношении вас могут звучать какие-то попытки ограничить вас в чем-то, потому что, видите, падает карта повешенной. Ну, это, по сути, как привязать к себе. Если же меня смотрят мужчины, то для вас эта ситуация будет говорить о следующем. Паж жезлов и аркан мир. Это попытки перевести ваше общение, ваши отношения на новый уровень. То есть вы будете к этому прикладывать немало усилий, потому что вы захотите стабильного союза, стабильных отношений с любовницей. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в прочных союзах, то есть вы уже давно живете гражданским или официальным браком. Что же у вас здесь? Какова ситуация? У вас здесь по аркану солнце, радость, комфорт, счастье, любовь. У кого-то продолжение рода. Но так как я смотрю здесь еще одну колоду, шестерка мечей, мои хорошие, я могу вам сказать, ну фактически 80%, что вы поедете на какой-то семейный отдых. Отпуск, восстановление, радость, наполнение. Знаете, как расслабиться, отдохнуть, кайфануть. Вот вас сентябрь порадует этими моментами, посмотрите. Потому что здесь и делиться радостью, и наполняться совместно, и действительно ощущать себя комфортно и счастливо. Паж жезлов, это, знаете, как разжечь в друг друге огонь страсти, разжигать друг друге любопытство, познавать новое, то есть новую культуру, новые места, новые традиции, наполняться этой энергетикой, потому что настолько она вас будет заряжать. Это еще, знаете, такой вот момент, как совместно зарядиться перед осенне-зимним периодом, вот наполниться, чтобы этой энергии хватило для ряда свершений. И смотрим с вами рекомендации на этот период. Ну, что могу сказать? Отдыхать, конечно, вы не сможете здесь слишком долго. Но десятка жезлов говорит о том, что вам все будет по плечу. То есть можете тянуть и подготовку к отпуску, и работу, и ряд других событий и обязательств. То есть как бы ни было сложно, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Поэтому все у вас здесь получится, и все будет по плечу. Смотрим с вами на неожиданность периода. Какова для вас здесь будет информация? Змея, ребенок, книга. И дно колоды луна. Ну, могу сказать, в первую очередь здесь будет акцент погружения в новые знания. Будь то повышение квалификации, будь то новые курсы, будь то новый вуз. Потому что в данном случае змея, ребенок, книга – это проявить мудрость. Безусловно, вы можете здесь быть обеспокоены вопросами обучения ваших детей, ваших внуков, подбором для них дошкольных учреждений или же непосредственно среднеобразовательных школ, там, лицеев, гимназий или высших вузов. Но здесь акцент как на вашем образовании, так и, допустим, на увеличении качества жизни ваших детей, улучшение качества за счет знаний, за счет новых секций. Потому что здесь, если мы посмотрим, это попытки дать вашему чаду какой-то старт. Если это касается вопросов зачатия и деторождения, потому что змея
ребенок и карта книга — это в какой-то степени попытки не то чтобы скорректировать цикл, а поймать вот этот вот момент овуляции, когда вы можете зачать ребенка. То есть для кого-то дополнительно проходить диагностику, сдавать анализы и готовиться к этому плодотворному периоду. Ну а в целом это углубление в новые знания, и для кого-то непосредственно это будут знания, связанные с вопросами эзотерики. Это может быть и нумерология, и астрология, и вопросы НЛП, и гипнотерапии, чего угодно. Но действительно вы здесь станете ментально богаче и эмоционально спокойнее, потому что будете получать ответы на свои, даже не вопросы, а свои запросы, потому что здесь обогатиться. Поэтому пусть ситуация для вас будет в плюс. Ну, я, конечно же, вам закрою колоду таковым образом, чтобы этот месяц для вас прошел легко и максимально плодотворно. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода не забудьте дайте обратную связь, как для вас отыгрался данный расклад и эта информация. Я вам буду признательна за энергообмен. Всегда благодарна вам за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, подписки. Если вы еще не подписались, обязательно это сделайте. И вы обязательно будете в курсе всех видео, которые будут менять вашу жизнь в лучшую сторону.